Совместимость земного знака Тельца с другими знаками зодиака. Телец, Земля. Телец – Созидатель, Телец – Гурман. Он воплощает собой принцип любви к жизни. Он упорный и практичный, он любит комфорт. Он склонен сначала анализировать ситуацию, а потом уже совершать поступки. Он ищет в отношениях стабильность. И успеха в отношениях он добивается благодаря своему собственному труду. Он всегда просчитывает негативные, неожиданные повороты, анализируя дальнейшие планы. Телец стремится к стабильным отношениям, где будет комфортно обоим партнерам, и телец делает все, чтобы обоим партнерам в паре было хорошо. Он не любит резких изменений не потому, что он их не любит, а потому что он должен видеть красивую картинку результата этих изменений. И когда он все обдумает, то он очень даже резко может изменить свою жизнь. Просто он нетороплив. Ему нужно просчитать возможные результаты, все за и против. Многие считают Тельца ленивым, и я не соглашусь с мнением многих коллег-астрологов. Он просто спокойный и практичный, и он всегда что-то делает, он всегда чем-то занят. Он всегда старается сохранять внешнее спокойствие и при этом сдерживает внутреннюю агрессию, но у него есть и последняя капля, и он очень терпелив. Но если эта последняя капля все-таки капнула, то тогда бегите все и прячьтесь. Разъяренный телец метет все на своем пути. Телец ревнивец, телец собственник, и он никогда не прощает измену. Телец и Овен, земля и огонь. Разные темпераменты, разные взгляды на жизнь, но сходятся они довольно легко. Они позитивны, они остроумны. Спокойного тельца привлекает Овен своей решительностью и спонтанностью. Овен привык получать все и сразу, здесь и сейчас, и добиваться результата как можно скорее. А телец всего добивается своим упорством и трудолюбием, и это может вызывать некий дискомфорт и недопонимание в паре, от этого и раздражение. Разочарование в партнере может заставить тельца замкнуться в себе. Непонимание скажется и на физической стороне отношений, сменяя страсть на безразличие и холод. Нередко в отношениях телец и Овен враждуют, но их любви под силу примирить. Телец очень заботливый знак, и он может интересоваться у Овна, поел ли он, тепло ли он оделся, куда и с кем он пошел и как у него прошел день. А свободолюбивого Овна это может напрягать. И если эти знаки найдут компромисс, обретут гармонию, то этот союз будет очень крепким и долгим. Телец и телец – два знака Земли. Совместимость этого союза считается «я» и «мое зеркало». У них общие увлечения, похожие интересы и планы на жизнь. Представители этого зодиакального знака стремятся к размеренной жизни. Они предпочитают проводить время в кругу семьи или с любимым человеком. Им хорошо вдвоем. Они оба гурманы, они любят приготовить что-нибудь вкусненькое, пригласить друзей, всех накормить и позаботиться. Они любят вместе посмотреть какое-нибудь интересное кино и обсудить его. Возможно, кому-то эта пара со стороны покажется скучной, но двум тельцам вместе никогда не скучно. Они всегда чем-то заняты, они всегда что-то делают, они узнают, они читают, они смотрят. Они, как и все, любят вечеринки, любят компании, они прекрасные заводилы, они душа компании. Их любят слушать, они артистичны, они прекрасные рассказчики. Они всегда за узнать что-то новое, и им это интересно. Им очень важно, чтобы у них вместе или у каждого было свое любимое занятие или творческий процесс, за которым бы они могли уединиться или отдохнуть за этим процессом. И этим они будут вытягивать себя как бы из рутины отношений, и им некогда будет скучать. Но, к сожалению, если у тельца нет интереса, нет хобби, то он может заскучать и слечь, и его потом будет очень трудно расшевелить. У них, как и у всех пар, бывают разногласия и скандалы, но это очень хорошо. Они могут выплеснуть накопившиеся претензии, обиды, а не копить их в себе. Обычно у них все заканчивается прекрасным примирением, и разрыв отношений происходит только лишь в самом крайнем случае. Телец и близнецы. Для тельца важна стабильность в отношениях и делах, уютный домашний очаг, уверенность в завтрашнем дне и финансовое благополучие. Близнецы не могут усидеть на одном месте, пересчитывать копилку и быть зацикленным на одном человеке. Близнецы, они сразу и везде, они очень подвижны, у них несколько дел одновременно. И тельцу непонятны беспорядочные действия близнецов, которые не приносят результата.
А близнецам постоянно нужны новые впечатления, новые люди, новые знакомства, новые знания. Они очень коммуникабельны. Телец менее коммуникабельный и может ревновать своего близнеца к его востребованности у других людей. Но близнецы, обладающие широким кругозором, дают тельцу что-то новое, что-то интересное, то, о чем телец мог бы и не задумываться. Близнец вносит новизну, свежесть и свежий ветер в отношениях с тельцом. Но если телец не проявляет интерес, то близнецы могут заскучать в отношениях. Близнецов может раздражать унылый вид тельца, а тельца может раздражать неугомонность близнецов. Но попытка тельца остановить и переделать близнеца может быть расценена как ограничение свободы и вмешательство в личное пространство близнеца. Телец и рак, земля и вода. Они могут с первого взгляда абсолютно не понравиться друг другу, но с первых минут общения они находят глубокое взаимопонимание. С началом этих отношений телец берет на себя ответственность и за себя, и за рака, а рак с удовольствием переложит многие вещи на крепкие плечи тельца. Рак, он очень чувствительный и очень ранимый знак. Он ищет сопереживания и поддержки в партнере. Он подозрительный и более ревнивее, чем телец. И он может копить в себе какие-то сомнения и обиды. При этом телец будет оставаться в неведении, что творится в душе рака. Ссоры опасны тем, что телец не всегда хочет идти на уступки и приносить свои извинения. А раку иногда доставляет удовольствие упиваться нанесенной обидой и укоризненно смотреть на партнера. Телец просто иногда не успевает уследить за сменой настроения у рака и на каждое молчание или слезу переспрашивать его, что случилось, чем я тебя обидел. Но через какое-то время рак сможет перенять от тельца определенную твердость, и он не будет больше закрываться. Телец и лев. В этой паре земля и огонь. И они наделены совершенно противоположными характеристиками. Они видят семейные ценности совершенно по-разному. Вдохновленные друг другом, телец и лев вступают в отношения, наполненные страстью. Телец склонен к накоплениям, а лев склонен к красивой жизни. Он любит поиграть на публику, что приводит тельца в негодование. В паре телец и лев никогда не будет жизнь идти спокойно. Лев – это безусловный лидер в этой паре, и он слегка эгоистичен, он ведет активный образ жизни, всегда добивается поставленных целей. Телец, наоборот, всегда более спокоен, трудолюбив, и он полностью посвящает себя семье и домашнему очагу. Лев способен его подавить, ведь, несмотря на ревность партнера, он всегда будет оставаться свободолюбивым человеком. И в этих отношениях всегда будет очень много поводов для бурных сцен и споров. Телец будет пытаться уладить конфликты мирным путем, и если у него не получится, то он найдет способ, как охладить и притушить огненного льва. Они постараются и будут бороться за свои отношения. Но спустя годы они оба смогут научиться друг у друга многому, и в их совместимости начнут сглаживаться все острые углы. Телец и Дева – два знака Земли, и совместимость у них очень близка к идеальной. Их отношения начинаются гладко, легко и естественно. У них общие темы, разговаривают они на одном языке. Они гармоничны в отношениях и романтичны. У них одинаковые ценности, они оба любят благополучие. Но и эта пара не лишена разногласий. Обычно дева недовольна монотонностью и однообразием жизни тельца, который уделяет больше внимания работе, карьере, но не семье, не деве. Дева, она очень критична. Она знает, что и как нужно сделать партнеру, но не ей. Она любит давать советы, а сама как бы ни при чем остается в стороне. То есть она перекладывает в какой-то момент ответственность на партнера, если вдруг что-то пойдет не так. Изменить тельца довольно трудно. Отсюда начинаются ссоры и конфликты, но проходить они будут довольно тихо, а заканчиваться мирно. Не будет битья посуды, а после жарких объятий. Атмосфера в этой паре кому-то может показаться скучной, но для партнеров она вполне комфортная и доброжелательная. Без выяснения отношений, как и везде, здесь не обойдется, но делать телец и дева это будут довольно спокойно, потому что они уважают друг друга. Телец и весы. Управляет этими знаками одна планета – Венера. И совместимость этих знаков во многих сферах жизни считается идеальной, но все не так просто. Эти знаки принадлежат к разным стихиям – земля и воздух. Земной телец, он более упрямый с твердым характером, а весы – воздушная стихия, они более общительные и мягкие. Телец любит комфорт, весы – красоту. Оба они романтичны, любят и ценят искусство.
и их дом будет теплым и уютным. Телец, он больше мыслит как-то спокойно и логично, а весы постоянно болтают обо всем, и это иногда может раздражать тельца. Весы могут строить воздушные замки из мечтаний, а телец более реально смотрит на вещи. Весы хотят узнавать что-то новое, у них много разносторонних интересов. Они хотят гулять, общаться, ходить на выставки, в музеи, в театры, они легки на подъем. Телец для этого немножко тяжеловат, ему это тоже все нравится, но ему нужно спокойно собраться, не резко вскочили и побежали. И его лучше заранее предупредить об этом. Ну, например, завтра мы пойдем в кино или гулять в парк. И вот тут все зависит от партнеров, как они найдут гармонию в своих отношениях, кто кому немножко уступит. Тельца привлекает оригинальность весов, свобода их мышления, гармония, красота. А весов в тельце привлекает уравновешенность и уверенность. И в этой паре может быть много противоречий и конфликтов, но эти отношения могут длиться очень долго. Телец и Скорпион. Телец и Скорпион, находясь в зодиакальном круге, они полностью противоположны друг другу. Им и вместе тяжело, и друг без друга им никак. Они с первого взгляда либо испытывают резкое отторжение, либо наоборот мощнейшее притяжение. Нейтрального отношения в этой паре не дано. Здесь все одновременно и бурно, и сложно. Сдержанный телец стремится к стабильности в делах и отношениях. Он все обдумывает и выбирает какой-то вариант. Скорпион решение принимает молниеносно, основываясь на интуиции, опыте и эмоциях, чем и раздражает тельца. В любви им потребуется немало усилий и искреннего внутреннего желания, чтобы раскрыть гармонию в своих отношениях. Молодые и юные пары, они не всегда хотят видеть или искать в паре компромиссы. От этого у них и конфликты. В любви у них особая совместимость. Они чувствуют подсознательное притяжение, подсознательный интерес, и у них чувственная, интуитивная привязка друг к другу. В ссорах они могут задевать больные темы. Одинаково для обоих проблема в том, что темперамент не позволяет сдерживать себя в высказываниях. Они могут больно ранить партнера, а гордость не дает признать ошибки и принести извинения. Им обоим стоит усвоить, что после того, как пар выпущен, мириться нужно немедленно. И когда пара найдет свои точки гармонии, то их отношения будут долгими и стабильными, но не скучными. Телец и Стрелец. Оба знака должны приложить усилия, чтобы быть в этих отношениях. Любовная искра, которая вспыхивает в начале отношений, она может потухнуть. И им может не хватать жизненной мудрости или желания быть вместе. И если у одного партнера чувство ослабнет, то, скорее всего, это приведет к разрыву. В паре разногласий довольно много, но они в начале отношений стараются этого не замечать. Телец в отношениях ценит преданность и благонадежность, любовь. А Стрельцу это тоже важно, но не настолько. Стабильности он ему не обещает. Стрелец свободолюбив, и он позволяет себе эту свободу. Он не может жить и дня без общения с разными людьми. Эти отношения больше держатся на Тельце. Он их выстраивает, и он их сохраняет. Он продолжает давать шанс Стрельцу исправить какие-то свои ошибки и надеяться, что все у них сложится хорошо. В принципе, этот союз держится на терпении Тельца, потому что контролировать Стрельца невозможно. Он это расценивает как посягательство на его свободу, и в таких отношениях он не будет. Но неудачную совместимость всегда можно изменить, если они этого хотят. Телец покажет Стрельцу, что спокойствие и безопасность – это приятно, а Стрелец продемонстрирует все прелести активной жизни и как новые люди, и как новые события могут изменить жизнь к лучшему. Телец и Козерог. Это один из сильных и стабильных союзов. У них схожая эмоциональность, мышление, планы, материальные цели. Жить вместе они начинают довольно быстро, и у них общие семейные ценности. И в отношениях они настроены на долгосрочность. Телец привьет Козерогу любовь к красоте и комфорту, а Козерог научит Тельца дисциплине и порядку. Они довольно сдержаны в проявлении эмоций и больше предпочитают небольшие компании своих старых друзей. У них, как бы обычно, все идет по плану. Планирование, приобретение. Страсть в отношениях у них может присутствовать на первых порах. Вообще у них в отношениях царит спокойствие, романтика и гармония. Они испытывают потребность в теплоте и заботе. Это два домашних знака. Они внимательны друг к другу и боятся потерять партнера, но им не страшны измены и случайные романы на стороне. Обычно они оба хорошо зарабатывают, и в семье у них все финансово благополучно. Они умеют копить,
и в то же время жить комфортной жизнью. Они вместе выбирают время и место для отдыха, потому что у них и желания, и предпочтения похожие. Они, как и все пары, будут, конечно же, и ссориться, и мириться, и будут моменты, когда телец останется непонятым или неуслышанным козерогом. У тельца могут быть обиды на козерога. Козерог, потому что он менее глубокий в эмоциональных переживаниях. Телец и водолей. Телец стремится к покою, к приземленности. Он расчетлив и добродушен. Водолею сложно усидеть на месте, его тянет на приключения, узнать что-то новое, получить какие-то новые впечатления. И он очень дорожит своей внутренней свободой. Тельца это может раздражать. Его может раздражать какая-то беззаботность и ветреность партнера, а водолею скучно с тельцом, который более правильный. В этом союзе может быть много стычек из-за упрямства обоих партнеров, потому что водолея ограничивать нельзя. Свобода – это жизненно необходимая потребность у него. Но любовь творит чудеса, и эти знаки, вдохновленные чувствами, они будут счастливы вместе. Они создадут свой особый мир в отношениях, и им желательно научиться принимать негативные стороны друг друга. И совместимость тельца и водолея в семейной жизни становится более стабильной со временем, благодаря тому, что партнеры обмениваются своим мировоззрением и учатся друг у друга. Телец и рыба. У них совершенно разные взгляды на жизнь, у них разные темпераменты. Но, несмотря на это, они отлично подходят друг другу. Телец более упрямый, стремится к стабильности и безопасности в отношениях. Он ценит открытость и верность. Рыбы обладают более тонкой душевной организацией, они более чувствительны, поэтому более эмоциональны. Телец никогда не рассказывает о своем внутреннем мире, о своих переживаниях, он считает это слабостью. А рыбы ведут себя открыто, и они всем делятся, что у них на душе. И видя это, телец тоже начинает потихонечку раскрываться. Рыбы более ранимые, впечатлительные и неуверенные в себе, и в какие-то моменты им необходимо крепкое плечо и поддержка тельца. Они оба верные, они оба преданные. У рыб очень высокий уровень эмпатии. Они способны глубоко чувствовать своего партнера и чаще идут на компромиссы. В жизни рыб бывают такие моменты, когда им хочется уединиться, посидеть одному, побыть в тишине, а это настораживает тельца. Ему может казаться, что рыбы его обманывают и даже изменяют. Телец начинает мучиться, изматывать себя ревностями какими-то или подозрениями. Рыбы должны очень часто доказывать свою безгрешность и любовь к тельцу. У некоторых рыб периодически может проявиться гиперактивность или частая смена настроения, и это нормально для всех водных знаков. И в такие моменты, привыкший к размеренной жизни телец будет мечтать отдохнуть от рыб в более спокойном месте. И для тельца отношения могут быть временами утомительны. Но тельцу надо не злиться понапрасну, а иметь просто укромный уголочек, где он может отдохнуть от бурного общения и страстей.